Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Берон оставляет Дилан и забирает ее после окончания встречи. Кудрет Бей и Джихан приходят в кофейню и показывают фотографию владельцу заведения, говоря, что это Абдулла Эфенди, а мужчина говорит, что не знает его. Когда Джихан злится и показывает ему еще раз, чтобы хорошенько рассмотреть, господин Кудрет успокаивает его и спрашивает, как можно не узнать человека, вошедшего к нему домой. Но когда Абдулла говорит, что не знает Эфенди, они оставляют его. Затем, думая, что она солгала Джихану, они уходят расследовать, потому что должно быть слепое пятно, которое камеры не видят. Когда встреча Дилана закончилась, приходит Баран, и Джавахир благодарит Барана за то, что он привел Дилана на встречу. Когда Дилан идет передать документы встречи секретарю, госпожа Сабиха говорит, что давайте проведем наши следующие встречи в особняке Карабеев. Джавахир обеспокоен этой просьбой, но госпожа Сабиха выходит и заставляет его принять ее, говоря, что это более центральное место для всех нас. Пока Баран просто наблюдает за разговором, Джавахира гложет гнев. С одобрения Феррата решено провести следующие встречи в особняке. Роуз подходит к двери Цеврии с чемоданом в руке. Пока Баран и Джавахир пристально смотрят друг на друга, Джавахир видит шахматную фигуру на земле и беспокоится, что Баран ее увидит, поэтому он наступает на нее и закрывает ее ногой. Госпожа Сабиха желает доброго дня, господа, и уходит. Когда Джавахир спрашивает, есть ли какие-либо события относительно нападения, Баран дает расплывчатый ответ, что мы только расследуем. Джавахир говорит, что хотя мы и являемся конкурентами в деловом мире, мы не хотим, чтобы в реальной жизни был причинен какой-либо вред. Он уходит, говоря, увидимся в Баране. Джихан находит в мусорном баке, недалеко от места проведения, несколько заляпанных грязью кофточек и туфель. Джавахир планирует посеять раздор между Диланом и Диланом, сделав что-нибудь, чтобы помешать ему следовать за Бараном и найти его благодаря этим следам. Берон приводит Дилана на пляж. Дилан говорит Барану, что у нее есть сюрприз, и целует его в щеку, говоря, что ты это заслужил. Феррат все еще пытается связаться с Гулем, но Гуль не отвечает на телефонные звонки. Азади Ханым и Хасан наблюдают за Ферратом издалека и говорят, что они спасли его от Гуля и что Феррат очень расстроен. Дилан объясняет, что ей очень повезло быть с Бараном, и они говорят о том, что никогда не расстаются друг с другом и всегда хотят быть счастливыми, попивая чай из бубликов с видом на пляж. Они узнают, что Джавахира Дилана ранее приглашали за границу по делам, но Баран его не отправил, и начинают строить планы, чтобы снова получить приглашение, чтобы разорвать отношения. Дилан и Берон приходят в особняк рука об руку и благодарят друг друга за общение. Пока Дилан заходит внутрь, чтобы приготовить что-нибудь поесть, Берон остается снаружи, чтобы позвонить. Тем временем господин Кудрет и Джихан приходят с найденными уликами и рассказывают, что произошло. Баран просит Джихана позвать всех к себе в кабинет и сообщает, что у них будет встреча. Цеврии заваривает Гуль-чай, приносит ему и спрашивает, «Скажи мне, что случилось?» Феррат продолжает поиски. В своем кабинете Хасан спрашивает Джихана, что случилось, зачем твой брат нас собрал. Джихан отвечает, мы научимся у тебя, дядя. Приходит Баран и говорит, что я принял некоторые меры предосторожности для безопасности нашей семьи и что наши враги будут присутствовать на племенной свадьбе, приняв необходимые меры предосторожности, не причиняя вреда нашей семье. Хасан говорит, что это правильное решение, надо заставить племянника сказать, что Большой Карабекер не может выйти из дома из-за страха. В комнате остаются только господин Баран и Кудрет. Баран говорит, что мне не будет покоя, пока я не найду этого врага, а господин Кудрет поднимает свой боевой дух, говоря, что мы найдем его, моего сына. Пока Дилан и Берон работают в кабинете, Дилан не может оторвать глаз от Барана. Затем Берон слышит урчание в животе Дилан и ведет ее на кухню, чтобы чем-нибудь накормить. Пока Цеврии и Ясмин сидят, раздается звонок в дверь, и это Харун. Он принес крем от ожогов для руки Ясмин. Дилан и Баран вместе готовят пасту с соусом.
Когда Бэрон заставляет Дилана делать все, Дилан говорит, что он сделал все снова. Бэрон целует ей руку и делает ей комплимент, говоря: «Я люблю есть из этих умелых рук всю оставшуюся жизнь». Цеврии дает совет Гулю и Ясмин относительно мужчин. Они придают боевой дух Ясмин, Цеврии и Гулю и говорят, что преодолеют все своей любовью. Бэрон с восхищением наблюдает, как Дилан вспоминает, как у нее урчало в животе на уроке, когда она училась в университете. Когда Дилан спрашивает, почему ты так на него смотришь, Бэрон отвечает: «Я восхищаюсь тобой с каждым днем все больше и больше, ты женщина, достойная величайшего счастья». Он говорит, что сделает все возможное, чтобы вы всегда были счастливы. Дилан встает, держит его за руку и говорит: «Тогда ты всегда должен быть со мной, потому что я был бы очень рад, если бы кто-нибудь обнял меня вот так». Наступает утро, и они соревнуются, кто первым сможет войти в лавабая. Дилан немедленно входит и закрывает дверь. У них сладкий конфликт, и Бэрану приходится ждать Дилана. Человек Джавахира организовал для Шаира и Дилана недельный семинар за границей. Аднан, один из самых надежных людей Барана, осмотрел ресторан и узнал, что он только выглядит как ресторан, но внутри не происходит никаких хороших дел. Однако находящиеся внутри описывают это как соловья, съевшего шелковицу. Ферат давит на Гэжу Кадер и хочет знать, где находится Гуль. Госпожа Кадер говорит Ферату, что он не видел дневного света с того дня, как был с вами, вы его очень огорчаете, поймите его и оставьте в покое. Ферат говорит: она моя жена, разве я не хочу, чтобы она расстраивалась, но госпожа Судьба говорит: смотри, девочка ушла, пойми, не принуждай больше. Пока Ферат расстроен на кухне, к нему приходит Дилан. Ферат говорит: ты слышал, что он хочет, чтобы я бросил жену. Дилан права как мать, но ты думаешь, что все делаешь правильно. Нельзя всегда вот так драться на бегу. Если ты действительно любишь Гуль, тебе придется сражаться за нее, ни разу не отпуская ее руки. Если хочешь ее вернуть, будь смелее, другого совета я тебе дать не могу, и уходит из кухни. Ферат соглашается с Диланом и думает: мне нужно найти свою Гуль и поговорить с ней. Внезапно ему приходит на ум одно место, и он говорит: я знаю, что делать после встречи. Когда госпожа Кадер просит разрешения у господина Кудрета выйти, господин Кудрет дает разрешение, говоря: конечно, возьмите с собой одного из наших людей и уходите. Пока Дилан готовился к встрече, пришел Бэрон и сказал: ты любишь свою деловую жизнь. Дилан отвечает: приятно знать, что ты чем-то занимаешься, особенно моя мама работает. Он говорит: я ценю его успехи и мне нравится видеть его счастливым. На встречу приходят госпожа Сабиха и Джавахир. Джавахир понимает, что Хасану нравится Сабиха Ханем, и советует ему сменить гардероб, потому что таким стилем Сабиху Ханем невозможно победить. Пока Харун и Ясмин работают в ресторане, приходят Гуль и Цеврии. Затем, пока мы вместе делимся работой, Гуль говорит: дай мне помыть. Пока на встрече все обсуждается, глаза Ферата блуждают. Когда госпожа Сабиха спрашивает, что вы думаете, он извиняется и говорит: я изучу детали, а затем выскажу свое мнение. Затем они заканчивают встречу, и Ферат уходит. У Джавахира есть приглашение из-за границы. Если вы захотите принять участие, наша компания предоставит вам документы для вашего спонсорства. Хотя Дилан очень доволен этим предложением, госпожа Сабиха начинает беспокоиться. Когда Дилан отсылает Гэжу Сабиху и Джавахира, приходит Хасан и говорит: мы будем ждать вас снова, госпожа Сабиха. Затем, когда он понимает, что его неправильно поняли, он возвращается к Джавахиру и говорит: мы будем ждать тебя. Когда они выходят, госпожа Сабиха угрожает Джавахиру, что будет плохо, если вы узнаете об этом приглашении, и Джавахир говорит, что если вам на голову упадет камень, вы почувствуете себя несчастным. Пока они все вместе сидят в ресторане, в дверях появляется Ферат. Гуль и Ферат просто смотрят друг на друга. Пока Баран читает книгу в комнате, приходит Дилан с письмом-приглашением за границу, переданным Джавахиром. Когда Дилан объясняет детали приглашения и говорит, что господин Джавахир предложил отправить меня в качестве спонсора, Баран злится, потому что Джавахир сделал такое предложение. Дилан говорит, что для меня это очень важный семинар,
но я не хотел принимать решение, не спросив тебя. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.